Друзья, всем привет! Что же, вот выходит очередная HyperOS 3. Казалось бы, эта прошивка должна была разойтись уже многим смартфонам из первой волны, но на практике это далеко не так. Но опять же, есть одно устройство, на которое эта прошивка долетает. В этом видеоролике рассмотрим, на какое устройство это все приходит и, соответственно, что тут у нас меняется по сравнению с флагманами. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. И как вы, наверное, уже поняли из превьюхи и из первоначальных таких подсъемов, это планшет Xiaomi Pad 7. На Xiaomi Pad 7 Pro прошивка доступна, но опять же пока что только тестерам. Как и в нашем случае, для Xiaomi Pad 7 прошивка прилетает лишь только тестировщика. Что вообще по сравнению со смартфонами на планшетной версии? Тут как бы есть некоторые урезания, давайте с вами разбираться. Кстати, я очень расстроился тому, что вот на планшетах нет такой, знаете, более какой-то информативности, да и в принципе на самих смартфонах. Что я имею в виду, что нет каких-то картинок в разделе обновления. Ведь взять ту же китайскую прошивку, там у нас как бы куда более красочно это все реализовано. Что меня сразу удивило, так после обновления прошивки мне приходит в обновление компонентов обновление системной оболочки. Хотя, по правде говоря, я не часто ловил вообще в принципе то, как системная оболочка может прилетать. Хотя, с другой же стороны, я же ставлю вручную себе новые обновления, и поэтому я этот момент могу не замечать. Здесь же компания Xiaomi решила, так скажем, знаете, по факту и сразу это все выкатить, и в списке изменений, как я вижу, написано, что фиксы лаунчера от непредвиденных ошибок. И, видимо, были какие-то проблемы с системной оболочкой, раз они быстренько этот фикс выкидывают. В разделе же функции для планшетов ничего нового не добавилось, хотя я ожидал, что хотя бы хоть какие-то приложения из тех, которые у меня установлены на этом устройстве, подтянутся, допустим, в оптимизировать отображение по приложениям, подтянется компоновка объектов в горизонтальном режиме, ну а тут по факту больше таких приложух и нет. И у меня возникает вопрос, а для каких вообще приложений вся эта история теперь у нас доступна? Также напоминаю, что в отличие от смартфонной версии, тут у нас есть такая история, как рабочая станция. Если мы с вами ее активируем, у нас планшет будет как такой, знаете, Mac или как компьютер, грубо говоря, то есть именно с такой визуализацией. Да, понятное дело, что это все на минималках, назовем это так, но в целом и общем идея весьма неплохая. То есть вы из этих разделов можете быстро там в плавающих окнах, вы можете условно переходить в ту же самую галерею, и оно вот в таких окнах открывается. Если вам нужно закрыть, нажимаете вверху на три точки и нажимаете на крестик. То есть в целом рабочая станция подойдет для тех, кто очень активно работает с этим устройством и кому это действительно очень-таки реально. Ну а мы с вами двигаем далее. Раздел взаимосвязанность. Это тот большой раздел, ради которого пользователи и покупают планшет Xiaomi, дабы его совместить со смартфоном, с часами, там, с телевизором. То есть чтобы сделать себе такую некую экосистему. И как вы понимаете, еще на глобальном рынке сюда у нас подтянутся и автомобили. По сравнению с глобальной прошивкой на смартфонах, тут по факту ничего нового у нас не добавляется. Но лично для себя я открыл очень интересную пасхалку. Если мы сюда долго потапаем, мы попадаем с вами в журнал работы этого раздела. Ставь лайк, если ты знал об этой фиче. Переходим дальше. Xiaomi Hyper AI. По сравнению также со смартфонной версией прошивки HyperOS 3, тут мы с вами лишь только можем наблюдать следующие моменты. Наличие AI Art. То есть, грубо говоря, вы что-то там порисовали, вы там какой-то эскиз накидали, я еще когда-то, по-моему, рассказывал, показывал, как это все реализовано. То есть, вот условно мы можем с вами тут какие-то каракули нарисовать, можем там, я не знаю, вот так вот сделать, потом какой-нибудь доллар можем нарисовать, дальше нажимаем вот на эту чудную такую кисточку, она у нас выглядит вот таким образом. Дальше обводим то, что мы с вами нарисовали, и с помощью искусственного интеллекта мы сможем получить ту визуализацию, которую мы тут зададим в параметрах. Опять же, фишка чисто поиграться для тех, кому скучно и вообще в том роде. Опять же, я этим не пользуюсь очень часто, поэтому этот раздел я, честно говоря, даже особо и не активирую. По всему остальному, увы и ах, ничего нового тут у нас с вами нет. Так же, как и нет ничего нового в разделе блокировка экрана. Я вообще ожидал, что хотя бы здесь у нас будет такая фича, как редактирование ярлыков на экране блокировки, ну как это в смартфонной версии HyperOS 3 Global. Но тут этого также почему-то нет, хотя опять же я, может быть, не замечал, и у нас на экране блокировки ярлыков соответствующих нет.
Давайте с вами назад разблокируем. Но, кстати, да, то есть тут ярлыков нет, и разработчики такие, зачем это все реализовывать. Но в отличие от блокировки экрана, в разделе уведомления строка состояния, конечно же, есть настроить отображение значка. Но, к сожалению, 3 штуки, как и обычно, и в принципе по сравнению со смартфонной версией, тут никаких новых таких фишек нет. Что же теперь касается рабочего стола, тех самых анимаций, оптимизации, ну и прочего. Я эту прошивку себе поставил еще утром, я поиспользовал это устройство и могу сказать вам, что по сравнению с HyperOS 2 Global стало куда повеселее. Но самый главный нюанс всех вот этих обновлений до HyperOS 3, что у нас пропадают анимации выхода из стоковых приложений. Вернее как, они есть, но они теперь реализованы иначе. И мне честно непонятно, зачем это было сделано. Возможно, это еще задел под середняки в плане там сегмента у Xiaomi, там Poco, Redmi, чтобы им добавить такую некую анимацию. Потому что, когда вы помните, мы выходили из, получается, приложухи, у нас прокручивался сам значок. По самим переходам в приложениях, открытию папок, там перелистыванию между рабочими столами, все реализовано, кстати, очень даже. Есть моменты, в которых все же нужно что-то допилить, дореализовывать, но я думаю, что будущими обновлениями системной оболочки разработчики этот момент нивелируют. Все последующие разделы по типу как экран, громкость, стилус и клавиатура мы пропускаем, хоть у меня, кстати, и чехол с клавиатурой, я думал, что-то новенькое завезут, но меня больше интересовал раздел персонализация. И каково мое было удивление, когда я понял, что тут очень сильно отличается от смартфонной версии. Ну и давайте с вами разбираться. Вот, допустим, я хочу себе улучшить рабочий стол. Именно там вот видите, размытие накинуть, еще что-нибудь добавить. Но, к сожалению, я не могу этого сделать. То есть вот по факту экран блокировки, а вот получается рабочий стол. И то есть у меня недоступно больше никаких опций, которые я мог бы применить непосредственно к рабочему столу. Если же я сделаю свайп и вернусь к разделу экран блокировки, тут, конечно же, у нас есть куча эффектов, ну и тому подобное. Плюс также у нас есть с вами всякие вариации больших часов. Но вот мне еще непонятен момент, почему вот в этом стиле, который у меня сейчас стоит, посредине нету двоеточия. Ну, как бы было бы логично поставить двоеточие, дабы понимать, что там, и чтобы оно, знаете, так мерцало. Но было бы круто. А потому как условно у нас там с вами, когда 25 минут 9 наступает, ты такой смотришь на экран блокировки, а у тебя 2025 светится. Ну, как бы это немножко непонятно. Ну вот в плане самой кастомизации того, что разработчики сделали вот именно с этим разделом, мне не понравилось в принципе. То есть на смартфонной версии выглядит все это дело куда повеселее. Что еще по персонализации? Как вы заметили, иконки все заменены, и тут у вас возникает еще логичный вопрос. А если мне эти иконки не нравятся? Вот получается, есть у нас с вами раздел значки, цвет фона и, собственно, и все. И то есть по факту вы не можете поменять и откатиться на какие-нибудь там стоковые. Что еще касается по стилям экрана блокировки, я, возможно, этот момент упустил. Тут есть все те, которые должны были добавиться, и даже чуть более того, чего нет на смартфонных версиях. Ну, это, соответственно, есть. А вот то, что находится в разделе «Восточная эстетика», этого в смартфонных версиях нет. И по шрифтам та же самая история, Mi Sans у нас с вами доступен. И то есть, если вам не нравятся значки, которые тут есть, вы их не сможете откатить на те, которые, как бы-то должны быть еще. И плюс еще ко всему, разработчики не добавили нам сюда приложение темы. Вернее как, оно где-то там в Activity есть, но мы в него зайти не можем, потому что так заложено разработчиками и так это все реализовано в системе. Еще один момент, который добавился у нас еще с HyperOS 2.2, или как там 2.200 там с чем-то, грубо говоря, это в разделе приложения, 3 точки и прочие настройки. Такая тема, как смарт-помощник по приложениям. То есть это тема, которая нам с вами дает ошибки от приложений, которые могут быть. Это такая, знаете, app behavior на минималках, который вообще в принципе, не совсем так должен работать, но разработчики попытались что-то сделать. По всему остальному тут также все у нас остается по-старому. По разделу батареи также ничего нового нет, но спасибо хотя бы на том, что у нас с вами вот эта статистика по батарейке есть. По расширенным настройкам также ничего нового тут я вам не могу отметить. Все остается по-старому, как расширение памяти, боковые панели, и тому подобное.
По возможностям стоковых приложений также напоминаю, что обновляются галерея, безопасность, заметки и другие приложения, которые в принципе с этим связаны. Плюс у меня вот тут еще внизу висит такая картинка, как Poco F7. Это та самая взаимосвязанность, которая работает без всяких проблем. Опять же, если жена сейчас подтвердит запрос на F7, будет замечательно. Если нет, ну тогда, увы, мы с вами не увидим, что же там у нее на смартфоне происходит. И вот таким свайпом это все у нас убирается. Ну и что я вам могу сказать, резюмируя данный видеоролик, что планшетная версия HyperOS 3 Global отличается, понятное дело, от смартфонной. Вы заметили, что, конечно же, на флагманах там все и сразу, и все там работает отлично, плюс есть некоторые моментики, ну там где-нибудь по анимациям, по открытию приложений, а вот так шторку поменяли, там индикаторы поменяли, но я об этом в принципе вам и не рассказывал, потому что и так вы понимаете, что и новая шторка, и соответственно новая строка состояния сюда же нам в персонализацию входит, вот, ну а так это обычное такое обновление для планшета, где-то что-то причесали, понятное дело, поменяли визуальчик, ну и так сойдет, как говорится. Главное, чтобы это все дело работало корректно, чтобы проблем не было, ну и соответственно, чтобы пользователи были рады этому обновлению. Самое главное, что это обновление не кирпичит это устройство, и соответственно вы сможете без всяких проблем по воздуху до него обновиться. Файл, кстати, весит 6,3 гигабайта, так что полная прошивка, можете смело устанавливать. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.